Привет! Сегодня у меня в гостях Саша. Он ходит в баптистскую церковь и служит там в служении прославления и общецерковных молодежках. Итак, Саш, ты в церкви с раннего возраста, правильно? Да, я с раннего возраста в церкви. Ты к Богу тоже пришел рано или тебя какое-то время просто заставляли ходить? Меня никогда не заставляли ходить в церковь, но именно того, что не было у меня там покаяния в 6 лет, в 7 лет, как часто бывает это у детей в наших церквях. У меня было покаяние в 14 лет, такое настоящее. Вот я когда пришел в церковь, получается, у нас была небольшая церковь. У меня мама верующая, а папа неверующий, получается. Угу. Вот, папа не препятствовал никак церкви, у нас была воскресная школа, которую вела моя сестра старшая, и я был постоянно в этой воскресной школе, я постоянно посещал все уроки, знал все истории про всех, приходили, если новенькие, я был самый умный, вот, и поэтому как бы это с детства было. Вот. Мама никогда мне не запрещала или не заставляла ходить в церковь. То есть я мог сказать: мам, я не хочу идти в церковь. Она говорит: хорошо, не иди. Я Угу. хочу идти. Хорошо, пойдем в воскресенье, все. То есть не было такого напряга, давления. То есть у меня был момент, когда по телевизору шел какой-то фильм. Я сказал: мам, я хочу смотреть фильм, я не пойду в церковь. Она говорит: хорошо, и она ушла. И как только закончился фильм, я пожалел о том, что не пошел в церковь, потому что я не знал, что мне делать дальше. Я собрался и пошел сам в церковь. То есть у меня было такое: как? Там же воскреска, там же интересно, там же история. А я променял эту историю прикольную на какой-то неинтересный фильм, Ну, это круто, мультик. что тебе вообще это было интересно, потому что, мне кажется, многим уже со временем надоедает, и как раз-таки, вот, наверное, ближе к подростковому дети такие: ну, что там это воскреска, что там эта церковь, я там, не знаю, как раз фильм посмотрю, пойду там во дворе потусую с кем-нибудь, еще Ну, что-нибудь там, такое. наверное, больше меня интересовало общение. Угу. Там же была движуха, там было веселье, там были... Кроме воскресной школы были же еще какие-то игры. Там были пацаны, там были друзья, которыми я мог общаться. Вот. И это меня, наверное, больше всего тогда, в тот момент, а, завлекало. А как ты вообще пришел к Богу? Каким-то образом осознал, что без него не смогу жить, и в этом я нуждаюсь в Боге, да. И просто пришло какое-то сознание, все. Угу. То есть 14 лет, это как раз-таки такой переходный возраст, а у тебя не было желания, вот как многие, там, может быть, сверстники, там, не знаю, пойти в каких-то тусовках потусить, покурить, напиться, не знаю, что-нибудь такое поделать, что молодежь делает? Не, у меня такого никогда не было. У меня было такое, что чем-то заняться, какое-то смятение, что делать и так далее. Но у меня никогда не было влечения именно в такие группы, где что-то делали такое сверх э, принципиальное христианству. Угу. То есть у тебя сразу, в принципе, все и окружение пошло как бы Ну да, у меня правильно, все да? друзья были, ну, да, после 14 лет как раз были христиане, только друзья. А до 14 как бы это и дружбой не назовешь. Ну, во дворе все бегаем, гуляем, и как бы живем таким образом, развлекаемся. Ну, это же детство. Я, получается, ходил вот в церковь, и это считалась баптистская церковь, вот, и в церкви были какие-то для меня непонятные изменения, которые мне не очень нравились, и все ребята, которые ходили в церковь моего возраста, они все разъехались, и получается, я остался один. И в какой-то прекрасный момент я познакомился с ребятами из другой церкви, и так как у меня никого не было уже, я один остался своего возраста в своей церкви, моя церковь, получалось, терпела изменения, люди уходили из церкви, и уже и мои родители, моя мама и сестра думали о том, чтобы уйти из церкви. М. И так как, Вообще уйти? ну да, потому что были не очень хорошие изменения в церкви, и получается, я самый первый такой увидел, что есть такой же церковь, как наша,
большое количество молодежи, и я нуждаюсь в их общении. Я стал ходить сначала на молодежки в эту церковь, другую, в которую я сейчас хожу, ЕХБ, и потихоньку перешел в ту церковь. Сейчас я занимаюсь там служением, музыкальным служением. Мы проводим также молодежки совместные общими усилиями. Вот, общецерковные молодежки тоже общими усилиями. Ну, это на самом деле реально круто, вот то, что ты решил такой, типа, о, там молодежь, она мне нужно это общение. Просто это, мне кажется, очень редко бывает. По крайней мере, то, что я там видела или слышала, обычно, ну, как-то более пассивно люди относятся. Я сейчас понимаю, что вот с течением времени, что это 100% была Божья воля, потому что, ну, это все так получилось, то есть там учеба, переход в церковь, там так получилось, что я познакомился с сестрой церкви, когда я начал учиться в училище, в колледже. И, получается, она тоже там училась, и она меня пригласила. Если бы я не поступил в этот колледж, я бы не познакомился с сестрой из церкви. Если бы я с ней не познакомился, я не перешел бы в другую церковь. То есть, когда все это было взаимосвязано, и я считаю, что все-таки по жизни Бог ведет своих людей, и как бы я думаю, даже среди христиан есть очень много свидетельств, и они явно видели руку Божью, что Он их вел, что Он им что-либо давал, в чем они нуждались. Для меня в то время это было общение, развитие в духовном плане, потому что тогда я только стал интересоваться, да, в 14 лет, в 15, я только стал интересоваться после покаяния вообще духовной жизнью, Мгм. как таковой в церкви. До определенного момента я вообще не понимал, что такое проповеди, почему их люди слушают вообще, не мог понимать, как Бог может касаться через них и так далее. А после покаяния это стало как-то проявляться в моей жизни. С другой стороны, я прям понял, что это не скучно, что это не для стариков, бабушек и дедушек, которые сидят, слушают там, Мгм. а это действительно инструкция от Бога для твоей жизни и для тебя лично. Поэтому я думаю, так все должно было произойти. Ну да, может быть. А в школе, в колледже тебя не гнобили за то, что ты там в церковь ходишь? Там в А, армии, кстати, тоже. Типа, ты чё там? Но сейчас в школе такого не было. Я не был таким ярым проповедником, может быть. Все знали, что я хожу в воскресную школу в школе, и никто так ко мне предвзято за это не относился. Даже помню, один момент зашел директор школы, и у нас был классный час на тему уважения, уже не помню. И она подняла меня и сказала, говорит, вот, например, говорит, вот Машкаев, говорит, он в церковь ходит. Вот я, говорит, его, типа, уважаю его выбор. Для меня это было удивление, что директор школы знает, что я в церковь хожу. Они А, все знают про да, это. да, да. И поэтому не было такого прям именно в этом плане. В колледже у нас очень была сплоченная группа, и там вообще с этим проблем не было. И все творческие личности, все понимают, все своими тараканами в голове, закидонами. И, может быть, они считали, что именно как раз христианство как вера, это тоже что-то из ряда вон выходящего для них. Потому что Мгм. они тоже были как бы в какой-то степени особенные люди для себя, может быть, для других, вот, для общей массы людей. А в армии это первый месяц службы я как бы э, был более активный, а потом я просто смирился, и я, то есть, если был какой-то вопрос насчет веры, я говорил, я христианин, я верю так-то, так-то. Но в другие моменты я не ходил и не говорил людям так вот прям прямо, не был таким проповедником. Там. У меня всегда была в кармане Библия, я разговаривал с кавказцами пацанами насчет этого, насчет веры, разговаривал там с одним парнем, даже подарил одному Новый Завет. Это было, но как бы в общем я не ощущал какого-то такого давления
именно из-за веры. Мгм. То есть было какое-то определенное давление по другим причинам, например, там что-то их не устраивало в моем поведении, потому что я же опять, у меня были принципы, например, я говорил, что я вам, допустим, не одолжу денег на сигареты. Я говорю, я принципиально вам не даю денег на сигареты. Говорю, мне не жалко вам дать там занять эти 100 рублей там на вафли, на кофе, без разницы что, но на сигареты я принципиально вам не даю. Он говорит, ты против сигарет? Я говорю, я не против, курите, говорю, я не могу вам запретить, но давать я на них вам не буду. То Мгм. есть, то есть сначала было какое-то возмущение, типа, что тебе жалко и так далее. Я говорю, мне не жалко. Потом просто смирились и все, как бы. Вот, уже не подходили и не спрашивали. Да. В общем, все было достаточно мирно. Были, конечно, инциденты, но они не стоят всего. Вот перейдем в твою часть жизни, когда была армия. Все мы понимаем, что без церкви очень сложно держать свой фокус на Боге. А тут тебя на год, получается, ставят в такие трудные обстоятельства. Вот как ты себя вообще чувствовал в этой стрессовой обстановке? Но было тяжело, потому что не было церкви, не было христиан, не было такого общения с Богом, как в церкви или на молодежках. Вот. Было тяжело первое время, потому что ты находишься в такой среде, в которой ты не привык находиться. То есть постоянные какие-то слова, которые ты не употребляешь, да, там, так далее. Там, люди ведут себя так, как а, ты не привык, чтобы они себя вели. То есть Мгм. очень эгоистично, да. И было очень тяжело. Я общался по телефону с братьями и сестрами. Это мне давало поддержку. Вот. Были моменты, когда я как-то адаптировался под армию тоже. Где-то уступал, где-то не уступал. То есть, но понимание того, что Бог со мной, оно присутствовало, потому что я всегда общался по телефону с молодежью, общался с мамой, общался с еще разными людьми, которые меня именно в духовном плане поддерживали. Поэтому я считаю, что этот момент, он был для меня полезен. Мгм. То есть в каком-то смысле укрепил мою веру, потому что ам, когда ты находишься в таких обстоятельствах, а, это твою веру проверяет, вообще твои принципы. Мгм. Интересно. Я причем думала, что общения было очень мало, потому что я знаю, что связь периодически прям там вообще очень тупила, и с телефонами тоже Ну, проблемка. как бы не каждый день иногда получалось, конечно, звонить, но этого времени было достаточно, я скажу так. То М. есть были моменты тяжелые, когда, ну, ситуация, ты в ситуации не можешь же там позвонить родителям и так далее. Приходилось как-то, ну, брать все в свои руки и делать, как бы. Были моменты, когда меня моя совесть ела, потому что вроде бы это мелочи, но а, как для меня, для христианина, это был как камень преткновения такой. Что именно? Ну, например, в столовой все парни берут по два масла, например, там, или по три, да, хотя положено одно. Я беру тоже два, потому что все же берут. Хотя я М. понимаю, что положено брать одно масло. Вроде бы мелочь, но это меня цепляет именно с моей стороны принципиально. То есть разрешает брать только одно, а я беру два. Значит, я делаю без решения. Значит, я в каком-то смысле делаю плохо. То есть Мгм. это неправильно. Вроде бы мелочь, но эти мелочи, они тебя преследуют, и как бы ты должен что-то или решиться и согласиться с тем, что ты будешь брать 2, 3, 4 и так далее, или ты скажешь себе, нет, я христианин, я не знаю, я за всю правду, за любую, я буду брать столько, сколько положено, например. Но все равно, я так понимаю, довольно как бы сложно противостоять какому-то влиянию, да, вот даже в таких мелочах, когда ты находишься, скажем так, один в этой обстановке, и вокруг тебя все как бы Да. такое сложное, и оно давит все равно.
Поэтому я понимаю. Так, окей. У тебя были сложности с акклиматизацией после армии? Вот ты пришел, вот ты отвык от церкви ходить, там, служить, что-то еще, и вот ты пришел и вот. Такого, как акклиматизации и вообще чего-то такого сверх, что меня бы гложило, ломало и так далее, не было. Я пришел и как бы стал жить. Первый месяц, может быть, полтора, было такое состояние, что я не понимал, где я нахожусь. То есть ты привык, что там тебе приказывают, и ты выполняешь. А тут ты пришел, ты должен сам все решать. И это немного тебя сбивает с толку, что я должен делать и так далее. И поэтому было непонятно то, чем я хочу заниматься сейчас. То есть, если там было все понятно, я жду того момента, когда я смогу вернуться сюда, а когда ты вернулся сюда, ты не понимаешь, что ты хочешь. Ну да. Но при этом ты все равно по возвращению ты сразу влился в служение. То есть у тебя не было такого, ну, я подумаю еще, там, не знаю, может, я ничего не хочу пока делать, отстаньте от меня. Ну, мне ничего не говорили делать, потому что на тот момент я так не был в служении, как сейчас. И поэтому от меня не требовали столько, сколько требуют сейчас. Поэтому я был как, первое время был как просто член церкви, приходил на служение и уходил. То есть я в разных других служениях не участвовал. То есть каких-то молитвенных служениях, каких-то разборах и так далее. Я в них не участвовал так. А те же молодежки, прославления? Ну, они были редки. Я не помню, когда была первая, когда я пришел, но там было все достаточно спокойно. Потому что мы все делали совместно, я там был не движущей силой, и я делал то, что мне говорят, как и в армии, в принципе. А когда ты уже полномасштабно вступил в служение, ты уже должен сам проявлять свою инициативу, и это выглядит все по-другому совсем изнутри. Интересненько. На сегодня мы закончили наше интервью с этим прекрасным человеком. Нет, на самом деле у нас с вот этим прекрасным человеком сегодня интервью. Если у вас есть любые вопросы на какую-то христианскую тематику, пишите, пожалуйста, их в комментариях. Я буду их выбирать, отсматривать и будем делать видео, отвечать на эти вопросы. Всем спасибо, подписывайтесь на канал. Пока!